Всех приветствую! Ты смотришь полезный и лаконичный гайд, находящую среди духов или по-простому Зоомансер. Через мой билд ты сможешь играть в полу-АФК режиме или иногда в полноценном АФК. Играю на персонаже в новой лиге 2 месяца. Для удобства выпуск будет содержать тайм-коды. Начну с очевидных минусов. Во-первых, наш основной урон зависит только от обезьяны. Горилла огромная по размерам, и из-за этого она часто будет застревать в узких пространствах, тем самым на какое-то время мы останемся без основного урона. Также во время движения она стопорится об других наших призванных компаньонов и часто находится в конце боевой колонны. Второй минус заключается в том, что наши питомцы атакуют врагов самостоятельно. Ими полноценно нельзя управлять. Это будет критично в опасных моментах. Например, в симулякре маленькое пространство для битвы. Там враги нападают со всех сторон. Бывают моменты, когда нужно быстро атаковать самого опасного врага. Но наши компаньоны заняты другими целями, которые для нас не предоставляют особой угрозы. Или они могут сделать пару ударов по самому опасному противнику, при этом его не убив, они переключаются на других врагов. В итоге, в такие моменты персонаж может получить фатальный урон. Третий минус состоит в том, что, чтобы исправить первый и второй минусы, нам нужно будет часто менять место позиционирования. То есть, нужно будет преодолеть определенное расстояние, чтобы наши компаньоны призвались заново. Тем самым они все появятся в новой точке возле героя и будут атаковать с того направления, с которого хотим наступать. Или нужно будет занять такую позицию, в которой они появятся и смогут напасть на ту цель, которую хотим устранить как можно быстрее. Сложность состоит в том, что пространство всегда разное и количество врагов вокруг нас тоже разное. Через больших монстров нельзя пробежать или сделать перекат, и если их нельзя пройти, то нужно будет ждать, когда их убьют или появится окно прохода, а обезьяна не всегда будет рядом. Поэтому по времени процесс продвижения будет затягиваться. Все перечисленное перетекает в четвертый минус, а именно в среднюю или даже низкую скорость прохождения карт. Для многих это будет критично. Чтобы это минимизировать, придется выбирать просторные карты и более комфортные игровые активности. Теперь расскажу о плюсах данного билда. Во-первых, можно играть в полу-АФК режиме и иногда даже в полноценном АФК. Например, испытания на время в Храме Хаоса легко пройти в полноценном АФК режиме. Если не выбирать жесткие дебафы, то смело можно сворачивать игру и заниматься чем-то другим. Легкие и средние по сложности обелиски тоже успешно закрываются в АФК режиме. Наши компаньоны сами перебьют всех врагов без нашего участия. Второй плюс в хорошей выживаемости. Билд имеет приличный запас гибкости в сторону увеличения выживаемости, а также показатель урона и выживаемости можно легко балансировать. Если вам не нужно все моментально зачищать, то можно нарастить больше защиты, тем самым АФК режим будет более безопасным. Третий плюс состоит в том, что билд имеет легкий порог вхождения по гиру и огромный запас по его улучшению. Билд запускается при скудном бюджете. Также не нужно обладать большим опытом игры в PoE 2, чтобы профессионально на нем играть. Можно даже не прожимать никаких скиллов, а просто бегать по карте, и при этом компаньоны сами будут всех убивать. Для тех, кто любит дорогие сборки билда, тут можно разгуляться. При желании билд раздувается до 10 мирроров и более. А именно, если добыть самый крутой камень Voices на 4 гнезда, Adorned и крутые оскверненные самоцветы. Для перфекционистов тут есть чем заняться. Каких зверей нужно заполучить в свою боевую свиту? Для нанесения основного урона ловим обезьяну. У нее должно быть свойство дополнительные критические удары. Она наносит высокий физический урон, и нужно обязательно сделать шанс критических попаданий 100%. С данным свойством максимальный показатель достигается легко. Как и где ее ловить? Зеко обитает на картах Приречья и Прорыв. Для его поимки заранее подготовьте 21 камень приручения зверя. Не поленитесь в этом деле и обязательно сделайте именно 21 уровень камня.
Также нужно будет активировать мастера Атласа Джада. У него должен быть активен баф «Частичный перевод», который дарует случайный процент усиления свойств на плитках. Затем, когда будете активировать портал на картах Приречья или Прорыв, перед запуском обязательно ставьте следующие плитки. Нужна будет одна уникальная плитка, которая дает дополнительное свойство боссам. Еще понадобятся любые две желтые плитки с модификатором «Уникальные монстры имеют дополнительное свойство 1». Когда на карте дойдете до босса, обязательно успейте на него прожать навык приручения зверя. Заранее психологически готовьтесь к долгому процессу, так как это будет лотерея. Можно бегать очень долго по данным картам и искать себе идеальную обезьяну, у которой будут полезны все три свойства. Второго зверя приручаем бронешкура или кабана. Их основная задача раздавать полезные ауры. Поэтому обязательно ищем зверей с аурой спешки, которая будет повышать скорость атаки нашим компаньонам. В идеале еще нужно, чтобы они имели ауру, которая повышает физический урон. Но данный процесс по формированию нужных свойств, как я говорил ранее, чистая лотерея, и можно зависнуть в ней надолго. Смотрите по своему желанию. Чтобы быстро поймать данных зверей, отправляемся в третий акт на карту «Зараженные земли». Если у вас персонаж уже прокачан, то нужно будет отключить всех компаньонов, а то они быстро убьют желаемых редких зверей, и вы не успеете прожать на них навык приручения зверя. На этой карте нужно найти лагерь. В этом месте будут появляться два редких зверя. Когда туда подбежите, увидите их свойства, и если они вам не подходят, ни в коем случае не убивайте их. Просто нажмите Escape и выберите ячейку «Возродиться у контрольной точки». Только тогда карта заново генерируется с новыми живыми редкими зверями в лагере. А если их убьете, то вам придется заново перезапускать карту и искать данный лагерь. Если вы поймали зверя в высокоуровневый камень и вы хотите от него избавиться, при этом сохранив камень, тогда подойдите к NPC, который умеет распылять предметы. Отдайте ему камень, в котором есть ненужный зверь, и распылите его. Зверь исчезнет, а камень сохранится. Перед тем, как я продемонстрирую вам свои камни поддержки в навыках, скажу еще несколько важных моментов по поводу обезьяны. Первым делом обязательно вставьте уникальный камень поддержки Кадилица Тангмазу. Данный камень дает гигантизм, который увеличивает урон и запас здоровья на 20%. И значительно улучшает выживаемость у обезьяны за счет наших показателей уклонения и отклонения урона. Без него наш Зеко будет постоянно дохнуть. Этого допустить нельзя, так как он наносит основной урон. Следующий уникальный камень – осада вараны. С ним скорость зачистки карт от врагов будет немного быстрее. Если нет бюджета, то вместо него первое время используем сверхкритический удар. Наш Кинг-Конг имеет разные анимации атак. Самая простая из них, когда он быстро по горизонтальному направлению махает колонной. Урон у этого удара обычный, а когда он раскручивает колонну и замахивается ею над головой, то урон по врагам прилетает колоссальный. Стремитесь бешеной горилле как можно быстрее сделать 100% шанс критических попаданий. От этого будет зависеть ваша скорость продвижения и нанесения шотающих ударов по врагам. Также в этом вопросе вам поможет уникальный алмаз из ничего. Когда вставите его в гнездо древа талантов, то в другой части дерева откроется круг, в котором можно будет прокачивать ноды без связанной цепочки. В этой области будут полезнейшие ноды на повышение шанса критического удара и увеличение бонуса к критическому урону у приспешников. Сейчас я вам продемонстрирую все свои навыки и какие камни поддержки в них стоят.
Yeah. Теперь рассмотрим экипировку. Для увеличения количества боевых компаньонов нам нужно будет заполучить уникальные предметы, которые при надевании на персонажа призывают разных духов зверей. Я использую 3 таких предмета: нательный доспех, скипетр и амулет. Все они призывают полезных духов зверей. По урону они значительно уступают обезьяне, но вносят другой полезный коэффициент. И самое главное, в них можно вставлять полезные камни поддержки, которые будут формировать уникальный билд. Внимание, важная информация. В нательном доспехе и скипетре обязательно нужно сделать 5 гнезд для камней поддержки. Делается очень просто. Берете совершенную сферу злата кузнеца и наносите ее на предмет. Амулет у меня, к сожалению, с 4 гнездами, потому что я его покупал, а не крафтил. Предмет дорогой, отдал 800 дивайнов, и я удивился, почему продавец не сделал 5 гнезд. Амулет был освещенным, и как я понял, в освещенном предмете уже нельзя сделать 5-е гнездо. Нужно было эту процедуру делать до освещения. Если есть финансовая возможность, то берите такой же амулет, как у меня, так как, надев его, появится волчья стая. Это дополнительный урон и возможность наложения дебафов на врагов. Так как волки маленькие и атакуют быстро, в них вставим полезные камни поддержки. На амулет намазал дар Зарока. Данная намазка открывает гнездо для самоцвета. Гнездо появится в левой части восхождения. На данном амулете можно найти параметр плюс 6 к уровню всех камней умений приспешников. Правда, такой предмет будет стоить космических денег. У меня 2 уникальных кольца. Первое из них дает возможность ставить в него самоцвет. Если что, самоцвет легко и безопасно вынимается из кольца. Для усиления критического урона у приспешников я использую второе уникальное кольцо, которое дублирует и отражает другое надетое кольцо. Тем самым у меня дублируется самоцвет, который сейчас находится в надетом кольце. И их становится 2, а также дублируются их полезные свойства. Таким способом я усиливаю нужные мне параметры. А нужно усиливать у обезьяны наносимый критический урон, так как она наш основной дэмэдж-дилер. Я выбрал новый уникальный пояс, который добавили в этой лиге. Он дает 4 свойства. 3 из них для моего билда обязательны. А вот 4-е свойство я выбрал наследие серы. Когда персонаж стоит неподвижно, активируется освещенная земля. В этот момент, если использовать в бою банку здоровья, то значительно повышается скорость регенерации здоровья. Или, если противники нас особо не пробивают, то можно спокойно оставлять персонажа в АФК режиме. Освещенная земля будет хорошо регенерировать здоровье. Оно не обязательное, поэтому вы можете выбрать другое 4-е свойство. Шлем выбирайте любой, главное, чтобы был параметр плюс 2 к уровню всех камней приспешников. Также в шлем я ставил осколок ворона. Данный уникальный осколок с помощью масел делириума позволяет активировать любой доступный нод из дерева талантов. Я сделал намазку правая рука тьмы, чтобы приспешники имели на 20% увеличение области действия атак. Обезьяна во время удара будет захватывать большую площадь поражения. Тут можно поэкспериментировать с разными вариантами, исходите из своих потребностей и уязвимостей. Оружие в правую руку берем с высоким показателем урона, так как у нас есть великолепный нод равновесия Каты, который дарует компаньонам дополнительный урон в размере 60% от надетого оружия в правой руке. Я использую уникальное копье «Хватка тирании», которое имеет максимальное 200% увеличение физического урона. Самое главное для увеличения максимального урона – это копье нужно перековать в наковальне 2 раза.
В первом процессе ковки используются ресурсы Веризии и знак круга медведя, а во втором процессе Веризии и знак косы вараны. Внимание! Важная дополнительная информация. В каждом снаряжении старайтесь заполучить максимальное количество гнезд. В восхождении у нас есть полезный нод идолопоклонства. Благодаря ему наши компаньоны наносят увеличенный на 10% урон за каждый идол в нашем снаряжении. По возможности купите уникальный оберег «Обряд инициации». При активации в нас вселяется дух. Есть разные духи, и все они дают разные бонусы. Я выбрал духа медведя. Когда убиваю редкого или уникального врага, на короткое время на 20% увеличивается мой запас здоровья. Вы можете выбрать духа, который повышает процентное значение уклонения. Я же выбрал духа медведя, так как увеличение запаса здоровья помогает лучше выдерживать мощные удары. Благодаря ему повышается вероятность того, что под ним нас не шотнут. В моем билде, дорогие самоцветы, старайтесь заполучить следующие параметры. Приспешники имеют процентное увеличение бонуса к критическому урону, процентное повышение скорости атаки, процентное повышение шанса критического удара и процентное увеличение урона. Все усиления ориентируйте в первую очередь на обезьяну. Чтобы посмотреть точные изменения в характеристиках ЗКО, откройте свои навыки и нажмите на стрелочку. Убедитесь в том, что основные резисты у него закрыты, и в графе обычных атак критические попадания должны быть 100%. Восхождение выбираем ходящее среди духов. Поинты раскидываем, как у меня, а ноды в дереве талантов раскачиваем желательно до 4 гнезд под самоцветы. Если вам не нужна такая сильная выживаемость, как у меня, то можно скинуть ноды на уклонение и довести ветку талантов еще до 1 гнезда под самоцветы. Благо, запас поинтов присутствует внушительный, и их можно перераспределять на свое усмотрение. Для более детального ознакомления с распределением нодов в дереве талантов оставлю ссылку на планер билда в описании и в закрепленном комментарии. Какие усиления я активировал по сюжетной линии? Во втором акте выбрал увеличение длительности эффектов оберега. В третьем акте у NPC-серви выбрал зеленую колбу, которая повышает порог наложения стихийных состояний. В четвертом акте у NPC Каймана взял красный сосуд. Он в процентном соотношении увеличивает уклонение, энергощит и броню. В этом же акте в заброшенной тюрьме у алтаря богини правосудия активировал усиление восстановления здоровья от флаконов. В интерлюдии у столбов Ахкели выбрал увеличение глобальной брони, уклонения и энергощита. Геймплей в данном билде простой, при желании можно вообще не использовать никаких навыков. Просто бегаем и смотрим, как наши компаньоны сносят врагов. Для тех, кто желает принять хоть какое-то участие в управлении персонажем, есть возможность использовать 3 навыка. Первый навык – подношение боли. Он поглощает скелета, и на поле боя создается обелиск. Тем самым на короткое время у наших компаньонов повышается урон и скорость атаки. Я его иногда использую в жестких замесах. Второй навык – проклятие. Применяя его к врагам, мы понижаем у них сопротивление к хаосу. Это полезно, так как у нас есть интересный нод «Энтропийное воплощение», в котором приспешники наносят 10% физического урона в виде дополнительного урона хаосом. Следовательно, понижать защиту врагов от хаоса будет выгодно. И третий навык – Вечная охота, совсем не обязательный. Нажав на него, будут появляться дополнительные духи-волки. Мой итог таков. В начале своего пути обязательно добудьте уникальный камень поддержки Кадилица Тангмазу. Обезьяна должна выдерживать любой урон, так как если мы ее потеряем, то останемся без урона и будем долго ждать, когда она возродится заново. Это сильное снижение эффективности и ненужная потеря времени. После усиления выживаемости гориллы и своего персонажа обязательно Кинг-Конгу сделайте 100% шанс критических попаданий. Следующая ступень у гориллы будет заключаться в усилении критических ударов. Для этого придется покупать или самому крафтить дорогие самоцветы,
И в идеале нужно заполучить Voices хотя бы на 3 гнезда. Далее Adorned, который усиливает свойства оскверненных самоцветов. И под этот сетап нужно каким-то образом обладать крутыми оскверненными самоцветами. Тогда урона у Зеко будет очень много, и он, скорее всего, будет всех шотать с одного удара. По сути, весь билд выстраивается на выживаемости героя и смертоносных шотающих ударов гориллы. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на мой канал и группу в Telegram. Да пребудет с нами сила, всем пока! Good John. He did his best to defend Clairfowl. One old fool against all the dangers he confronted. She lost everything. You asked for more, and she wandered till she collapsed and hungry dogs found her. Promised him a home. Your honor's gone. Souls will be sung for you. You abandoned them. Her heart was broken before it was done. Because of your lies, he believed he could protect them. He couldn't protect himself. He was a fool to put his trust in you. His power wanes, and he
shrivels to nothing. I will take out your heart! Kept pushing boundaries with no care for who would be punished. You left me to pay for your crimes. Time to finish what the Magi started. A slither of what my home feels like. I cannot help you here. The Wildwood's power is mine. Seems the door's missing something. You are too late. The fourth edict already burns for you. Her only salvation is written in ash. Acquiesce, mortal. Remember the Giving it me soul all. was